Всем привет! С Passat MB5 случилась небольшая, так сказать, неприятность. А именно, зашумели подшипники генератора. Это видео будет состоять из двух частей. Одно видео будет демонтаж и монтаж генератора, другое видео будет про сам ремонт генератора. То есть разборка, замена подшипников, щеток и всего прочего. Это видео о том, как снять и поставить генератор. Отключаем аккумулятор. Снимаем с генератора ремень, предварительно ослабив натяжник ремня генератора ключом на 17. Теперь снимаем верхний впускной патрубок. Сверху на дроссельной заслонке он держится хомутом, а на интеркулере он держится стопорным таким кольцом. Отверткой поддеваем и вынимаем. Здесь у меня еще затянут он хомутом по той причине, что старый впускной верхний патрубок у меня пропускал масляные пары, и здесь постоянно было запотевание. Так вот до щелчка его и вынимаем в патрубок. И сверху теперь откручиваем хомут, сдергиваем и полностью вынимаем. Вот, кстати, как у меня турбина масла гонит в дроссель. Ну, вот такие дела. У генератора надо будет снять клемму при демонтаже и открутить провод. Там вроде болтик на 13. Генератор держится на двух болтах. На этом коротком и на этом. Он там длинный. Чтобы открутить длинный, придется откручивать вискомуфту. Чтобы открутить вискомуфту, ее нужно застопорить. Для того, чтобы ее застопорить, нужно схимичить какую-нибудь шпильку, чтобы она была толщиной примерно на 8, а кончик где-нибудь 3 мм. Вот так она стопорится. Дальше откручиваем болт, на котором она висит. Этот болт, он под шестигранник на 8. Шпильку, кстати, желательно сделать не длинную, а вот такую коротенькую. Примерно 7,5-8 сантиметров в длину. Чтобы она вот так входила как раз и не мешалась ключу. Ну, 7,5 вот коротковато все же. 8 сантиметров было бы в самый раз. Жужжащие подшипники, кстати, мы обнаружили с помощью вот такого автомобильного стетоскопа. Полезная штука, рекомендую всем приобрести, кто самообслуживает свои автомобили. Просто одеваем это в уши, а тут прислоняем к местам, где могут находиться подшипники. И слушаем звуки. И легко будет определить, какой подшипник начинает выходить из строя. Откручиваем вискомуфту. Когда будем назад ее прикручивать, момент затяжки 45 ньютон-метров. Еще, кстати, не забудьте законтрить сам натяжитель ремня генератора вот таким образом. То есть здесь вот есть отверстие, через которое можно просунуть шпильку, в данном случае на 3 мм. И она проходит насквозь и контрится об сам кронштейн натяжителя. Все, теперь можно откручивать сам генератор. Я буду откручивать сначала нижний болт. Он откручивается шестигранником на 8.
а потом уже верхний. Он откручивается шестигранником на 6. Вот он такой этот болт. Длиннющий. Если бы мы не открутили вискомуфту, то фиг бы мы его вынули. Он все равно упирается. Вот он. Так, теперь можно включить разъем. Разъем идет с защелкой. Ну, как и все. То есть его отжимаем и снимаем разъем. Дальше откручиваем генератор. И чтобы было удобнее подлезть, чтобы открутить провод, откручиваем провод. Вот, если что, номерок и фирма-производитель. Неудобно, в общем, одной рукой. В общем, в раскатчику вынимается он. Шланг антифризный оттягивается, и тут вот его вынимаем. Перед тем, как вынимать генератор, снимаем разъем и откручиваем гайку на 13, которая крепит плюсовой провод. В общем, у меня прикисла эта гайка на 13, которая держит плюсовой провод. Как я ее откручивал? Упер одной ногой генератора в кронштейн вискомуфты, и потом с помощью удлинителя и ключа отвернул. Генератор вынимал прямо в таком положении, отогнув вот этот антифризный патрубок. Желательно, конечно, его отцеплять от радиатора, чтобы не сломать и не порвать. В этом промежутке был ремонт генератора, об этом в другом видео. А это видео продолжим про то, как установить генератор назад. Ну, генератор собран. И готов к установке. Но перед установкой желательно почистить места соприкосновения его с двигателем, вернее с кронштейном, и на самом кронштейне тоже. Также не помешает почистить плюсовой провод, который будет крепиться к генератору. Тут тоже желательно почистить. Приступаем. Ну вот, теперь все блестит. Запихиваем генератор, отогнув патрубок. Но, повторюсь, это дело опасное. Лучше этот патрубок, конечно, отсоединить от радиатора или снять с этой трубы. Но я буду просто отгибать и запихивать. Болты, если что, я тоже почистил. Гаечку тоже почистил. Закручиваем гайку головкой на 13. Это не особо такие ответственные места, так что моментами затяжки я тут не заморачивался. Как смог, подтянул, а там уже буду стараться затягивать эту гайку, когда генератор будет висеть уже на своем месте. Как нижний болт вставили до резьбы и сделали так, что он начал крутиться от руки, не закусывая. А то иногда его бывает закусывать, то нужно будет вам тогда генератор отодвинуть, опять подвинуть, в общем, чтобы он там устаканился. Вставляем еще и верхний болт. Это для того, чтобы генератором еще была возможность какая-то подыграть, чтобы попасть в отверстие. Вот. Тут тоже не затягиваем, делаем до конца нижний болт, потом уже закрепляем верхним. До конца довернули. Теперь этот болтик также до конца доворачиваем. Сверху шестигранник на 6, снизу шестигранник на 8. Так, пока тоже сильно не затягиваем. Доворачиваем до конца нижний болт с затяжкой. И потом уже заканчиваем и с верхним.
Не очень-то, конечно, все это удобно. Но куда деваться? Как нижний болт затянули, можно затягивать уже и верхний. Ну вот и все. Генератор закреплен. Теперь дотягиваем плюсовой провод и цепляем разъем. В общем, получилось подлезть под этот плюсовой провод вот так вот. Ключ-трещотку до конца в головку не вставил, но нормально закрутил. Потому что в ином случае мешает там труба ВКГ, в которую ключ упирается. Вон она. Или опора впускного коллектора. Вот. Но затянулось хорошо. Да. Номер не особо разглядеть. Так вот, до щелчка. Все, генератор закреплен и подключен. Теперь вешаем на свое место вискомуфту. И потом натягиваем ремень. Кстати, можно проверить подшипничек. Ну, не шатается. И подтягиваем ее болтом. Вискомуфту затянул моментом 45 ньютон-метров. Теперь можно назад навешивать ремень. Но ремень я это уже использовать не буду. Я повешу новый ремень. Раз генератор перебранный, натяжитель новый стоит. Ставить буду вот такой. Номер его вот. Под таким номером ремни генератора идут на мотор 1.8 турбо АВТ. Напомню, что у меня мотор 1.8 турбо АВТ. И на него ремень генератора идет под этим номером. Если у вас 1.8 турбо, но автомобиль до рестайлинга, то у вас идут ремни с другим номером. Кстати, обратите внимание, дата изготовления. И он же совпадает с датой на ремне. В общем, все. Сейчас его поставлю. Ну а дальше ставим патрубок впускной. Да, кстати, для облегчения работы с генератором я еще откручивал немного телевизор. То есть откручивал верхние болты, чтобы можно немножко было телевизор отодвинуть. И сам радиатор я тоже открепил, чтобы его можно было немножко вглубь брать. Для освобождения здесь места. Потому что тут вообще неудобно сделано. Все, тишина. Генератор больше не кряхтит. Мотор работает нормально. Вообще тишина. Ну, немного, возможно, слышно подшипник вискомуфты, но он еще погуляет, поработает и послужит. Он не качается, ничего. Вот такие дела. Надеюсь, это видео оказалось полезным. А о том, как разобрать генератор, заменить все, что там нужно, и собрать назад, в другом видео на моем канале.